Все хотят быть в тренде в новом 2026 году. Бьюти-сфера не исключение. Обратите внимание на место нанесения румян. Сегодня я покажу вам новинки этого года. Будут в тренде реснички с блесточками, холеная светящаяся кожа. Все покажу, как это дело исправить. Вы на канале Гримерка, присаживайтесь поудобнее. Из 2025 года в 2026 переходит наш любимый тренд на холеную светящуюся кожу. Это спрей-сыворотка с трюфелем. Запах у нее просто восхитительный. А дальше я поделюсь с вами моим любимчиком. Он в уходе у меня уже просто must-have стал. Я сейчас все время им пользуюсь. Такая чайная эссенция. Она двухфазная, поэтому обязательно нужно всегда взбалтывать перед применением. Если ваша кожа будет очень хорошо увлажненная, то она обязательно будет давать вот это сияние изнутри. Я предлагаю вам в тональный крем добавить вот такую от Catrice, простите мою потертую баночку, я очень люблю этот продукт. Я слышала, многие девочки делают большую ошибку. Они думают, что это тональный крем и пользуются только вот этим. Если вы нанесете вот эту штуку на лицо, то это будет выглядеть как хайлайтер, плюс оно практически ничего не перекрывает. Поэтому я сначала набираю немного на руки и начинаю распределять по всему лицу. Сегодня я нанесу это под тональный крем, потому что тональный крем у меня будет очень-очень легкий. Это аналог того самого холеного Шанель, который инкапсулированный. Вот он именно вот такой, тоже выглядит именно вот так. И он действительно очень здоровский. Для сухой кожи, для нормальной кожи просто сказка. Только смотрите внимательно на оттеночек. У меня такая кожа не совсем светлая, не совсем белая. У меня оттеночек, я вам сейчас скажу какой, 02 Light Clair. И вот он выглядит очень натурально. А кто уже такой белоснежечка, девочки, то берите, конечно, 01 номер. И вы знаете, на некоторые такие чуть более видимые участки я добавлю Супер BB от Herborian, буквально капельку. Он такой кроющий хорошо. И таким образом все лицо будет очень тонким слоем покрыто, а именно вот какие-то участочки, которые нам нужно перекрыть, будут скрыты и не будет видно вот этого такого слоя тонального крема, которого все не любят, который сидит как маска. Не забывайте ни в коем случае про то, что тональный крем нужно вытягивать на шею и вот сюда немного на уши. Если у вас очень краснеют уши всегда, то тоже обязательно ушки проработайте, потому что это очень заметно. Если это сделать, будет очень красиво, но если не сделать, будет сразу видно. Ну что ж, я затонировала лицо, посмотрите теперь, как сияет кожа, прям светится. Давайте сначала я воспользуюсь своим уже полюбившимся мне консилером. Это Catrice в таком розовеньком оттеночке. Обратите на него внимание, он бюджетный, но за счет своих оттенков правильных он здорово справляется с синячками под глазами. И знаете, что очень важно? Когда наносите консилер, никогда не лезьте вот прямо сюда под зону ресниц, потому что вот здесь вот эти все наши складочки мимические, и вы как раз очень сильно подчеркнете эти складочки. Наносите вот видите, где у меня заканчивается вот это мое подвижное веко? Вот это вот, нижнее. Вот под него наносите. Теперь переходим к бронзеру. Я воспользуюсь на данный момент, наверное, вот такой палеточкой от Catrice. Это новая палетка, она у них не так давно вышла. И вы знаете, очень неплохие здесь оттенки и очень неплохое качество. Вот этот для меня слишком оттенок будет темный, а вот этот вполне себе, я думаю, подойдет. Давайте будем его пробовать. Помним, что коррекцию мы наносим прямо под скуловую кость. Дальше мы идем к лобику. Боковые части лба обязательно затемняем. У кого высокий лоб, затемняем еще вдоль линии роста волос.
Если вы не нанесете продукт прямо к линии роста волос, у вас будет такой эффект маски. Вот здесь вот будет макияж, здесь полоса без ничего, и получается ровненько такая масочка красивая. Поэтому обязательно втушевывайте прямо вот в линию роста волос. И обязательно наносим на линию подбородка, чтобы подчеркнуть наши вот эти углы молодости. Обязательно, когда вы смотрите в зеркало, вот у вас нижняя слизистая, визуально продлевайте ее к височку. И вот ниже этой линии не наносите коррекцию глаз, иначе вы опустите себе визуально глаза. Поэтому вот сюда, наверх. У меня кисточка, обратите внимание, какой формы, она такой лапкой. Здесь есть небольшое острие, и вот этим острием мне очень удобно как раз-таки делать коррекцию глаз и носа. И смотрите, еще можно вот так вот под губы. Вот эта тень, она немножко как будто будет выворачивать вашу нижнюю губу, за счет чего она будет казаться пышнее. Похлопывающими движениями кисти постепенно все превращается в такую легкую дымку. Когда тушуете бронзер на линии челюсти, не заходите вот сюда высоко. Прямо по самой линии челюсти тушуйте, и дальше можно уже уводить вниз на шею. Ну как вам? Видите, как здесь? Все симпатичненько. И теперь здесь тоже все симпатичненько. Возьму я румяна из этой же палетки. Румяна в 2026 году это такой прям тоже тренд. Прямо румяна должны быть еще более яркими. Смотрите, я бы выбрала в повседневной жизни, точнее в повседневном макияже, вот такой оттеночек румян. Но сегодня я хочу что-то поярче. У меня черный топ, поэтому я, пожалуй, выберу вот этот более яркий оттенок. Обратите внимание на место нанесения румян. То есть румяна прям должны быть вот. И острием кисточки я нанесу еще румяна вот сюда на неподвижное веко. Вот такая тушевочка получилась. Не пугайтесь, если сначала это будет очень ярко, когда немножко все это осядет на лице, уляжется на коже, оттенки уже не будут такими яркими. Ну тут, в принципе, особо ничего не изменилось. Сначала я прорабатываю гелем вот так вот против волосочков, чтобы прокрасился каждый волосочек гелем, промазался хорошенечко. Пусть подсыхает. Начало брови мы расчесываем вот так вот наверх. Не то, что прям совсем наверх, ну как бы слегка по диагональке, скажем вот так, да. Дальше тело брови, серединка, мы тушуем по диагональке вверх. И уже кончик мы тушуем по диагональке вот так вот ниже. Ну, в общем, нужно кончик, чтобы смотрел вниз. Так, сейчас все это пусть подсыхает. Я пока приступлю к макияжу глаз. Знаете, я хочу сегодня сделать себе такой вот макияж коричневым карандашом от Ламель. Он будет более яркий, а то я вам каждый раз показываю очень повседневные, почему бы уже не сделать яркий. Сначала я вот так вот неаккуратно прохожусь по линии роста ресниц карандашом, а потом обязательно все это дело сразу же тушую пальцем. Еще раз дублирую карандаш, чтобы именно возле линии роста ресниц было более интенсивный был оттенок. И чуть-чуть сделаю такую легкую, как стрелочку, которую я сейчас кисточкой тоненькой выведу. Видите, какой формы? Она очень тоненькая. И именно ей я буду просто вытягивать эту стрелочку. Вот, видите, стрелочка есть, но она такая очень нечеткая, бледненькая, еле видная. Ну, в общем-то, второй глазик готов. Теперь нам нужно все это дело проработать либо тенями, либо скульптором или бронзером. Я выбрала вот такой скульптор. Берем вот такую кисточку пушистенькую
И ей мы будем прорабатывать орбитальную складочку. Что такое орбитальная складочка? Это вот эта вот складочка, которая прямо косточка над вашим глазиком. И мы ее вот так вот этими тенями хорошенечко прорабатываем. Потом берем кисточку поменьше, вот такой бочонок, и прорабатываем нижнее веко. А теперь нам нужно продублировать нашу стрелочку. Для этого я возьму тени более темного оттенка с легким сиянием и возьму кисть потоньше. Если вдруг вы очень занизили вот так вот эту стрелочку, и здесь, например, какой-то кармашек появился, я сейчас вам все покажу, как это дело исправить. Ни в коем случае не хватайтесь за ватные палочки. Стрелочки бывают разные, толстые, тонкие, красные. Если вдруг у вас немножко несимметричные стрелки, это тоже нормально. Почему? Потому что у нас у всех глаза не бывают полностью симметричными. Смотрите на себя в зеркало, если визуально это плюс-минус одинаково, значит, это то, что подходит вашим глазам. Очень-очень важная кисть – это вот такая плоская лопаточка. Потому что этой кистью можно подправить любой макияж. Берете консилер, либо тональный крем, набираете вот так вот на лопатку, не на острие, а прям плашмя вот так вот на лопаточку. Прижимаете к тому месту, где вы готовы, в общем, где лишнее, и просто вытираете. Все как ластиком. Остался тренд на разноцветные туши, такие как коричневый и бургундий. Как легко проверить, подходят вам черные оттенки в макияже или нет? Встаньте вот так вот к окошечку лицом, носиком в окошко и сфотографируйте себя на телефон. Потом переведите фотографию в режим черно-белый и посмотрите, у вас там в большинстве телефонов есть режим пипетка. Вы можете просто вывести все оттеночки куда-нибудь в сторону и посмотреть, что у вас во внешности нет ярких кардинальных оттенков, которые от белого к черному. В большинстве случаев это будет просто какой-то серый, чуть более темный, чуть более светлый. В таких случаях вот вы, как раз-таки ваша внешность относится к той, которым не подходят очень яркие черные оттенки. Еще в ресницах, знаете, есть какой тренд? Помните, когда мы были еще подростками, мы любили красить ресницы прям такими паучьими лапами. Склеивали прям, кукольный такой эффект, нам казалось. Так вот, в этом году это снова в тренде. В 2026 году будут в тренде реснички с блесточками. Поэтому я вам покажу, как в домашних условиях сделать свою такую тушь. Вот вам, ловите лайфхак. Берете любой гель для бровей, прозрачный, конечно же, и берете любой глиттер. Вот у меня такой недорогой, какой-то белорусский, и начинаете прямо в гель для бровей это все добавлять. Ну что ж, давайте пробовать. Ну, уже немножко видны блестки, не знаю, как на камере. Только не говорите, что не видно, пожалуйста, их должно быть очень видно. Ну что ж, теперь мы закончим наши брови, губы, и макияж будет готов. Для бровей я просто полюбила вот этот карандаш от Эвелайн. Правильно, чтобы брови были на один оттенок светлее, чем корни ваших волос. В этом году яркие оттенки, как и обычно, они будут в тренде, как и в 2025 году. Будут в тренде вот такие дымчатые губы, знаете, когда нет четких краев. Это у нас к нам такой тренд пришел из Кореи. Мы сделаем с вами контур нюдовый, а вот центр сделаем поярче. У меня есть такой бальзамчик для губ от корейского бренда Роман 06 Kaya Fig. И он дает такую розовинку, как раз под цвет наших румяшечек. Прокрашиваю я этим бальзамом только внутреннюю часть губ. Есть еще, знаете, какой тренд?
тренд на синяки под глазами. Я вам не вру. Также есть еще тренд на то, чтобы прорабатывать хайлайтером вот этот уголочек внутренний. Но тут тоже деликатненько, да, окей, но в тренде как раз-таки, когда он прям аж светится. Сейчас я немножко подправлю себе причесочку, надену украшения и покажу вам полный образ. Вот такой полный образ у меня сегодня получился. В новом 26-м году я желаю вам быть в тренде, но еще больше я вам желаю оставаться самими собой, потому что вы и так прекрасны. Вам нужно просто научиться это показывать. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео и новые макияжи. Ставьте ваши лайки, пишите обязательно комментарии. Ну и на сегодня пока-пока.